Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. И сегодня мы рассмотрим один из вариантов, который очень часто спрашивают. Можно ли поставить на машину с механическими зеркалами доводчик зеркал, автоматизировать их? Ну, если они открываются и закрываются вот так, то, естественно, автоматизация заключается в том, что взять второго человека и на раз, два, три открыть, ну или закрыть. Ну, или воспользоваться услугами Мерлина. Ну, он умер, к сожалению, давно, если он был вообще. Но выход из положения всегда есть. Мы можем сделать трансплантацию. Взять зеркала с электроприводами с такой же машины, которая уже, например, не ездит, и заняться трансплантацией. У нас есть зеркала с электроприводом. То есть выглядят они точно так же, но здесь внутри есть уже электропривод. В замене зеркала нет никакой большой проблемы. А вот в подключении в данном варианте будет немножко интересно. Как мы видим, здесь нету кнопки для складывания зеркал, ну потому что она не требуется, они же механические пока. И вот здесь получается у нас два провода свободных остается, как раз те, которые для складывания зеркал и нужны. Так, откручиваем 3 гайки и снимаем зеркало. Все, казалось бы, чего проще. Но это только начало. Теперь нам нужно вот это все пересадить на то зеркало. Так, это зеркало у нас немножко пострадало, я немножко раньше смотрел, то есть здесь резинка уже изношенная. Вот она. Так, ну в остальном... и вот здесь нету части. Ну, сейчас мы его сюда переставим с этой конструкции, и все будет чики-пуки. Берем маленькую отверточку и отгибаем немножко клеммы, которые держат клипсочки. Так. Так. Немножко напряжем ее с этой стороны. Так. Теперь отстегиваем, и с той стороны тоже немножечко нужно отстегнуть. Так, отсюда мы засунем отвертку. Вот она. Так, и пересаживаем ее на это зеркало. Вот и все. Как настоящее почти. Так, теперь сравниваем, что у нас получается. У нас получается вот эти верхние две клеммочки здесь отсутствуют. Надо к ним прикрутить проводок 2. Здесь у нас нету клемм, наконечников на проводах. И если просто их засунуть, они будут болтаться, и в конце концов из-за плохого контакта начнет гореть. Поэтому я предлагаю здесь вывести их мимо разъема и соединить напрямую. Так, это у нас зеленый и красный провода. Вот они. Так, фиолетовый у нас пойдет на зеленый провод.
Вот так. И усаживаем его на свое место. Вот так. И фиксируем. Так, где наш саморез? Изолента живая попалась. Вот так. Теперь у нас есть треугольничек. Через него просовываем провода возле разъема. Теперь они в разъем. Так, и ахалай-махалай. Фиксируем. Так. С самим зеркалом мы разобрались, считай. Где там? Пипка не залазит. Засунуть пипку быстро. Не хочет. Не хочет, заставим. Что такое? Лезь. Вот так. И теперь берем гаечки. Просовываем провода. Так, и фиксируем. Так, что мы при этом получили? При этом мы получили неизменную конфигурацию на разъеме. То есть теперь у нас, если мы вставляем разъем, мы получаем то, что и было. У нас будет позиция зеркал по X и по Y двигаться. А вот эти два провода надо будет запитать на модуль складывания. С этим зеркалом все. Вот теперь начинаем самое веселое в этом действии. Разбираем обшивочку и подключаем сюда модуль автоматического складывания зеркал. Разбираем дверь. Берем доводчик зеркал и все расключаем стандартно, за исключением некоторых маленьких нюансов. Прикрепляем на двухсторонний скотч. Так. Я думаю, вот здесь будет хорошо. Теперь питание у нас находится здесь. Открыть-закрыть зеркало на эти провода. Они же пойдут на ту сторону. Активация, открытие и закрытие у нас
идет с центрального замка. Провода находятся вот здесь. Значит, вот эти два провода пойдут туда. Так, туда же пойдет провод зажигания. Зажигание у нас желтый провод по схеме. Значит, вот эти три провода мы отправляем в левую сторону. Так, так, так. Дергать сильно не надо, оказывается. Отрывается. Вот так. Пока оставим. Так, теперь вход и выход у нас парные. Они ставятся, когда зеркала есть, то они в разрыв ставятся. Так как зеркал у нас не было с приводом, то мы, значит, получается оранжевый и коричневый запускаем на зеркала. Так, оранжевый и коричневый у нас должны быть. Ну, посмотрим, куда они подключатся. Так, а также в ту сторону у нас пойдет плюс и минус. Значит, вот эти 4 провода отправляем направо. Коричневый и оранжевый отделяем, потому что они пойдут дальше, а красный с черным будут уже цепляться. Так, и итого, что мы имеем? Вот такая красота. Вот так вот цепляться будет. Вот. Но нам нужно еще учесть кое-что. Так как у нас не одно зеркало, а два, то на ту сторону у нас пойдет пара проводов. Для этого я приготовил провод. Там в принципе подойдет любой. Я взял вот такой, который используется для подключения динамиков. У него достаточно эластичная изоляция. И сам провод, ну, достаточно прочный. То есть как бы на ту сторону он нормально перенесет нам сигнал. Так, зачищаем для подключения. Изоляция, как я говорил, очень прочная. Это хорошо. Да, даже слишком прочно. Я откусил провод. Значит, зачищаем еще раз. Итак, возьмем, например, коричневый. И здесь будет, вот они, медный и луженый. Луженый будет фиолетовый. Коричневый у нас будет с медным. Так, ну это я для себя. Так. Так. Возможно, еще нам придется поменять это мнение, если будут наоборот работать зеркала. Так. Изолируем и подключаем вторую часть. Так, оранжевый. Ух, что-то я сегодня разошелся. Провода обрезаю один за одним. Так.
изолируем. Так, что теперь? Теперь нам нужно подать туда питание. Питание у нас находится на вот этих толстых проводках. Синий плюс, черный минус. Так, цепляем минус и изолируем. Так. Теперь подключаем плюс. И при этом зеркало сейчас у нас должно сложиться. Не сложилось. Значит, у нас подключено наоборот. Ну, в принципе, все, что нужно сделать, это поменять плюс и минус здесь местами. Потому что иначе оно будет работать наизнанку. Когда нужно закрывать, будет открывать, а когда нужно открывать, будет закрывать. Мы же не можем ездить со сложенными зеркалами. Вот так. И здесь зафиксируем, чтобы не болталось. Находим, где у нас здесь зажигание. Так, зажигание. Я так думаю, вот этот красный должен быть зажиганием. Да, это он и есть. Включаем, выключаем. Так, зажигание у нас красный провод. Он один тут, значит не перепутаем. Вот он. На него цепляем желтенький. Итак, проверяем подключение. Так, если у нас отключить питание, а потом подать его снова, у нас должны свернуться зеркала. Вот, это зеркало свернулось. Отлично. Теперь, если подать питание на зажигание, то зеркало разворачивается. Все супер, работает. Так, теперь фиксируем этот провод здесь и находим, где у нас провода на центральный замок идут. Так, я вижу белый и серый. По опыту знаю, что это именно они. Можно, конечно, и проверить, что сейчас мы сделаем. Так, берем ключик, берем контролечку нашу и проверяем. Так, этот серый на закрытие, белый на открытие. Так, на закрытии у нас синий провод. Так, изолируем. А на открытии зеленый. Так, оп. Неудачка. Так, закрываем штатную проводку. Так, и проверяем, как у нас сработает. Закрываем. Зеркало складывается. Открываем. Зеркало раскладывается. Так, все чудненько. Вот эти два провода, они идут на кнопку закрывания-открывания, которой у нас нет. Чуть позже мы вернемся к этому и попробуем ее сымитировать. То есть как бы ее нет, но мы сделаем, как будто она есть. Так, в данный момент нам нужно протащить вот этот провод на ту сторону, чтобы подключить второе зеркало. Итак, протащим провода. Многие делают так, ну вот я, допустим, видел, что вытаскивают провод сюда, засовывают его под резинку, потом выводят и туда, и, короче, получается, ну, какашка, короче. Мне так не нравится. Я считаю, что нужно провода проводить там, где проведена штатная проводка, потому что инженеры на заводе не только зарплату за это получают, но они еще и продумывают, как лучше и как безопаснее. Поэтому открываем штатные отверстия, смотрим, где у нас проводка идет. Вот она пошла и выходит. Значит, нам нужно
просунуть в уплотнение резиновый провод, вытащить его с той стороны. Так, с этой стороны у нас немножко ограничен доступ, можно это на время подрезать, затем опять же также изолентой прикрутить. Так, и проталкиваем туда провода. Это не так просто, как думается сначала, но все же это возможно. Я точно знаю, потому что я это уже делал. Теперь вытягиваем его сюда. Очень резко тащить не нужно, потому что изоляция очень сильно трется об резину, и от трения начинает греться. Чтобы не поплавить провода, которые там уже идут, нужно протягивать медленно, с передышками. Так, в натяг делать не нужно. Здесь можно прихватить опять изолентой, как было. И теперь отмеряем. У нас здесь выйдет провод, и он будет идти некоторое расстояние голый. Поэтому там уже нам будет неудобно его изолировать. Поэтому изолируем заранее. Придаем ему эстетический вид. Ну или маскировку, если хотите. Достаточно. Итак, для того, чтобы у нас не возникло проблем со стеклоподъемником, у нас получается стекло идет по направляющей вот здесь. И нужно провод протащить с этой стороны, не с той. Если мы за стеклоподъемником проведем, то получится при опускании стекла у нас перережет провод. Чтобы этого не произошло, я воспользовался вот таким захватом. Его направляем ближе к дверной карте к этой и проталкиваем вот сюда. Так. И вытягиваем его обратно. Вот он. Так, и вот я изоленту, которую я намотал, получается, выходит именно там, где она должна быть замаскирована. Так, собираем уплотнение. И здесь, теперь что мы делаем здесь? Здесь придется немножко нарушить уплотнение, вот это резиновое. Почему? Потому что отверстия под дополнительный провод здесь нет. Но вот на двери, на кузове есть технологическое отверстие для проводки. И здесь мы протащим через отверстие. Делаем его небольшое, чтобы оно плотно у нас село вокруг провода. И проталкиваем туда наш провод. Так. Кончик пролез, остальное пролезет. Тоже протаскиваем не спеша, аккуратненько, чтобы не нагревать трением резину. Сажаем уплотнение на свое место. Так, теперь, чтобы у нас петлей не перекусило провод, нужно его кинуть за петлей. Опять возвращаемся к началу проводульки. И делаем вот так. Теперь воспользуемся отверточкой. Вот там есть заглушка. Я думаю, видно на камеру. Вот она. Эта заглушка сделана специально для таких, как я, и тех, кто последует за мной. В ней нужно проделать отверстие, тоже не сильно большое, вот такое, чтобы туда пролез провод.
Так. И теперь опять же возвращаемся к началу провода. Засовываем его в это отверстие. Так не получается. Вот так получится. Вот так и заталкиваем его туда сильно. Вот. И точно так же протаскиваем весь провод. Не спеша, аккуратненько. Не сильно быстро. И останавливаемся там, где у нас изолента. Так, отмечаем. Все, супер. Теперь нам нужно протащить его в салон. Так. Ага, здесь у нас есть еще клипса. Я про нее, честно говоря, забыл. Ну вот, сейчас вспомнил. Ее тоже нужно вытащить. Так. И теперь вот сюда нужно протащить этот провод. Так, чтобы его протащить, наверное, потребуется опять что-то типа этого тросика. Либо какая-нибудь другая проволочка. Вот он, наш тросик. Так. Делаем захват. Оп. И вытягиваем его в салон. Вот он. Так, ну здесь уже можно быстро вытащить. Так, и закрываем заглушку, чтобы у нас водичка не попадала. Так, теперь этот провод нужно протащить под напольным покрытием, вот под этим вот. Оно здесь отгибается. То есть прокладываем этот провод туда. Так, засовываем поглубже, чтобы оно нигде не провисало, не выпячивалось. Открываем заглушки, закрывашки, как их назвать. И просовываем на ту сторону. И переходим туда же. Здесь проводим ту же самую манипуляцию. Открываем крышки технологически. Так, вот у нас вышло это. Все сюда. Так, теперь также напольное покрытие приоткрываем. Вот так. И просовываем его до двери. Так. Открываем здесь порог.
Помогаем отверточкой. Вот. Вылезла. Так, здесь у нас также клипса есть. Так, протаскиваем его до конца сюда. Не скажу, что это легко, но это возможно. Так, ну и продолжим после вскрытия двери. Так, теперь здесь нужно точно так же прикрутить к зеленому и красному другие провода. Так, в этот раз у нас красный и оранжевый, но подключать мы их будем точно так же. Вот так, цепляем так же, как на том зеркале. Красный на медный, а луженый на зеленый. В данном случае у нас оранжевый. Так, и проверяем. Закрываем. Закрылось. Открываем. Открылось. Все верно. Ну вот, и собираем дверь в обратном порядке. Здесь нам больше ничего не требуется. Возвращаемся к этой двери. У нас осталось не подключено два провода, белый и серый. Они идут с кнопки, со штатной кнопки, которая должна подавать плюс или минус. То есть при подаче сюда плюс или минус, это подается с кнопки, а мы можем подавать только плюс, например. В данном случае мы можем подавать только плюс. То есть если поставить переключатель, обычный переключатель, ну вот здесь места очень мало. Можно переключатель поставить, например, сюда. Дело в том, что владелец машины будет заказывать вот этот кнопочный пост как штатный заводского исполнения, и тогда я подключу эти два провода. В данный момент я просто покажу, как они работают. То есть если подать питание на
серый, то зеркала сложатся, и они уже не будут работать от автоматика при этом отключается. То есть закрываем мы или открываем мы. Все, она дезактивирована система. Но при подаче плюса на белый открываются зеркала, и система начинает работать автоматически. То есть складывает при закрывании двери и раскладывает при открывании. Также при включении зажигания. Ну, на сегодня это все. Я пока оставляю это все в этом положении. Сборка двери производится в обратном порядке. Итак, друзья, вы видите, все получилось. Вот эффект. Все работает. За исключением кнопки. Ну, многие из вас могут сказать, что зачем нам кнопка, как бы можно без кнопки. Но есть проблемка. Если вы захотите заехать на мойку, вам нужно будет сложить зеркала, у вас ничего не получится при включенном зажигании. Поэтому я думаю, что кнопку все-таки надо будет поставить. Ну а так, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Увидимся в следующем выпуске. Всем удачи!